вокзал в Георгенсвальде, ныне в поселке Отрадном, построили в 1913 году по проекту прусского архитектора. Это четырехэтажное кирпичное здание с подвалом, чердаком, двумя входами, высокой мансардой и черепичной крышей. Здание принимало сотни и сотни людей долгие годы. Как вокзал перестал использоваться в 2000-м, превратившись в многоквартирный дом. Расселено в 2016 году. Это официальная версия, но существует и другая, которую старательно скрывают местные и власти. В 2001 году в дом переехал моряк с семьей. Как вспоминают соседи, глава семьи был жестоким человеком. Много пил, водил дружбу со странными личностями, избивал и терроризировал родных. После очередной пьянки и побоев скончалась его престарелая мать. Той же ночью жену с маленьким ребенком он столкнул во тьму лестничного пролета с 4-го этажа. Он сумел избежать суда по причине справки из психиатрической лечебницы. Взятки сделали свое дело. Коротая дни уже вдовцом, в пьяных загулах он заразился туберкулезом и сифилисом от портовых шлюх. В 2004 году он повесился в своей квартире на 2-м этаже. Но это только начало. По свидетельствам очевидцев жителей, моряка видели в доме. Ночами он бродил по коридорам, стучал в стены, кашлял кровью. Люди постоянно находили следы кровавых рук. В коридорах пахло сильным перегаром и гниением плоти. Более 10 лет призрак изводил жильцов. Множество раз люди спотыкались и падали по ночам с лестниц. За все время ночных терроров погибло 6 человек. 2 покалечились. Все они уверяли, что словно кто-то в темноте внезапно столкнул их с лестницы. К 2016 году агрессивная сущность вынудила покинуть это здание более 15 семей. По официальной версии, это была программа расселения. Но с тех пор в этом зловещем месте стали погибать бродяги, алкаши и другие асоциальные личности, которые находили здесь ночной приют. Все выжившие говорили одно и то же. Кто-то их силой сталкивал вниз с верхних этажей. Команда телешоу «Зона призраков» попытается доказать или опровергнуть существование зловещего призрака в здании бывшего железнодорожного вокзала. Всем привет! Сегодня мы посетили один очень такой прикольненький поселок, да? Чтобы посетить одно темное и мрачное место, чтобы лицезреть, увидеть, убедиться в существовании одной не очень хорошей сущности, которую мы планируем записать, может быть взять у нее интервью, а возможно и изгнать. Вот. Итак, добро пожаловать в поселок Отрадное, бывший прусский Георгенсвальде. И посетим мы сегодня один заброшенный прусский вокзал. Вокзал Георгенсвальде, где нас ожидает очень много интересных историй. Каких? И приключений. Смотрите нас. Зона призраков. Признаться, и сама база отдыха, где решили переночевать, выглядела зловеще и носила отпечаток ранних 90-х. Мы любим дома с историей и с удовольствием в них бываем, ведь их стены могут рассказать много интересного. Итак, мы в Отрадном заселились на базу отдыха. Это база отдыха, правильно я думаю? Да, база отдыха. Ну, смысл не в этом. Обрати внимание, какая тут совдепия. Смотри, какие старые двери. А туалет это вообще нечто. Я в таком не был уже, наверное, лет 5. Пойдем покажу тебе наше оборудование, которое я планирую использовать. Наш медиум. Итак, что мы имеем? У нас, естественно, аккумуляторы для наших вещиц, скажем так. Вот это замер электромагнитного поля.
Это у нас подсветка для камеры, фонарик. Это самое интересное, это вот для камеры, которая пишет на кассету. Ну, в общем, специальная камера. И взял на всякий случай экшн-камеру. Прицеплю себе на грудь. Посмотрим, что из этого выйдет. Поскольку предчувствую, лазить придется много где. Да, хотел показать. Хорошая вещица. Диктофон. Тоже очень хорошая вещица. Рекомендую. Пишет отменный. Пишет все, что не слышит человеческое ухо. Вот. Имеется также микрофон у нас направленный, очень чуткий, поэтому его сегодня снова попробуем. В прошлый раз удалось записать чуть ли не чертей в аду, которые варят что-то в своем котле. В общем, такие дела. Итак, друзья, Зона призраков приглашает вас с нами на дело. Пойдем на дело. С вами шоу «Зона призраков», и вот мы у этого места, о котором вначале немного рассказали. Как видите, объект охраняется ЧОПом, то есть частное охранное предприятие, стоит будка, и заявлено, что снимается на видео все. Но ради вас мы постараемся проникнуть в это место и немножко расследовать, что же здесь произошло. Итак, зона призраков за нами. Просто удивительно, как быстро брошенные дома приходят в запустение и разруху. Здание словно умирает без нас, людей, теряя энергетическую подпитку. Но есть экземплярчики вроде этого. Я не медиум, но опираюсь на мнение моей коллеги. Да и сам буквально на своей шкуре почувствовал, что здесь не стал бы ночевать, будь бездомным. Как только зашли внутрь, коридорчики здания начали словно сжиматься в предчувствии еды, как пищеварительная система. А дождь снаружи был ничем иным, как желудочным соком, которым дом буквально захлебывался, исходя в восторге от живых и сочных гостей. Итак, мы находимся в здании вокзала Георгенсвальде, бывшем здании вокзала. Ну что сказать, посмотрите сами атмосферу, которая здесь царит. Посмотрите, поснимай, как все разрушено за все это время. Посмотри, туда пройди. Туда пройди. Вот. Ну, все, вот с некоторых пор здесь поселилось зло, как бы умирают иногда люди. Говорят, это какой-то здесь дух. Черный моряк. Черный моряк. Черный моряк. Вот. Вообще чувствуешь, что здесь? Расскажи нам, наш медиум. Тихо. Тихо. Кто вы? Я слышу речь. Больше похоже на немецкий говор. Толпы людей. Все ходят, снуют куда-то. Торопятся, слышу смех. Со второго этажа слышу, как скрипят половицы, кто-то ходит. Это звук вокзала. Вдалеке ходит паровоз. Люди. А там стоит парнишка. Лет 25, в форме,
но не советской. Это немецкий солдат. Одноногий. Они называют его Михаэлем. Он полицейский. Одноногий, куда же он пойдет еще работать? Он смотритель вокзала. Он интересуется у одной пары, у второй, третьей. Все называют его Михаэль, все его знают, улыбаются. Слышен шум, гам. Поодаль играют в шашки. Ходит Михаэль. Ой! Паровоз едет. Ты не слышишь это? Ой, сейчас голова взорвется. Вокзал. Чувствую вокзал, здание. Вот это вокзал, и люди снуют. Ты не видел? Нет, я могу попробовать сделать аудиозапись. Сделай замер, пожалуйста. Такой звук, гул, паровоз проехал. Так, давайте сделаем запись на диктофон и уже послушаем. Я хочу это все услышать. На всякий случай я задам вопрос. Если это бывший вокзал, на нем кто-то есть? На всякий случай я задам вопрос. Если это бывший вокзал, на нем кто-то есть? Пока что я ничего не услышал. Ладно. У меня есть еще надежное средство. Температура у нас 18,6 градусов. Электромагнитное излучение пока не улавливает никакое. 18,8 градусов. 19 градусов. Между прочим, там намного холодней. Ничего. Давайте попробуем, пройдем на второй этаж. Вообще, где все происходило. Впечатление, скажем так, в какой-то момент у меня по спине мурашки пошли. Давайте пройдем наверх, попытаемся там найти. Если зайдем сюда, сделаем здесь замеры. По нолям. Ничего. Ничего. Абсолютно пусто. Клео, ты что-нибудь чувствуешь? Пока только холод. Движение. Пауза пока. Движение. Духи ходят. И запах дыма. Что это? Не обращайте внимания. Ну, это для шоу. Ты снимаешь? Еще в СССР из Новосибирск 25 или 37, плохо помню, читал. Ученые из НИИ одного поехали под Новосибирск, опять же, под основной, исследовать там какое-то поселение, именно какую-то там церквушку. Что случилось? Угу.
военных задействовали. В общем, там серьезная тема была. Они их довезли в эту глушь, значит, на машинах на своих, там, не знаю, на УАЗиках или на чем. Оставили в этой церкви. Ну, это было, кстати, в конце 80-х. Те там подключили свое оборудование. Значит, все расставили, там видеокамеры у них уже были, ну, нормально упакованные. И вот ночью, когда они все спали, у главного куратора всего этого дела, который все это замутил, есть даже видеозапись. Я видел это. Ночью из штанов вылезла прямая кишка. Да ты что? Такое вот. Да, такое возможно, да. Вылезла прямая кишка. И как змея поползла между остальных спящих. Они спали в спальных мешках и начала всех опутывать, душить. И передушила всю экспедицию. Их было человек 7. Где-то днем приехали военные. Открыли эту церковь, поскольку она была закрыта изнутри. Зашли, увидели эту картину. Ужаснулись. Там даже видавшие виды люди попадали в обморок. Потому что везде были органы, вот эта вот кишка. Но самое страшное, это то, что там было деревянное распятие. И вот фотографии. На деревянном распятии, опутавшись, висела вот эта прямая кишка, живая. И шипела, как змея. Записи до сих пор есть в архивах, ну, копии в КГБ, так что... Ты, кстати, в тему про одноногого ты сказал, не знаю, почему я подумал про прямую кишку. Ну да ладно. Ну, да. Не буду отвлекать. Продолжим. Михаил Далекеев помогает одной даме с багажом, ходит. Это молодой парень, лет 25, в форме. Все снуют, бегают, идут. Кто-то приходит, уходит. Вдалеке раздается детский смех, шелест газет. И снова гудок. Станция очень оживленная. Люди бегут. И Михаил с ними. Ой. Ой, что это было? Ну, я думаю, надо идти на второй этаж. Да, Михаил здесь. Вот это И- военный полицейский. Военный полицейский. В форме, в немецкой форме. Речь больше немецкая. Ну, наверное, это все-таки прусская речь, они там чем-то отличались. Хотя хрен их поймешь. Хорошо. Так. Там мы ничего не обнаружили. Пробуем здесь. А мы же здесь были, да? Заходили? Да, А почему решили вернуться? чутье меня не подводит. Здесь, это здесь комната этого черного моряка. Здесь. Сейчас я включай диктофон. Попробую с ним поговорить. Меня заинтриговало. Хорошо. У кого-то есть какие-то вопросы, может быть, специальные? Кто ты? Итак, чувак, кто ты? Ты тот самый черный моряк? Ты действительно сделал все те штуки плохие, в результате которых пострадали люди? Ты нам тоже причинишь зло? Я даже боюсь включать, слушать. Включай. У кого-то есть какие-то вопросы, может быть, специальные? Кто ты? Итак, чувак, кто ты? Тот, кто тебя слил с лестницы. Ты тот самый черный моряк? Не твое дело, говно. Ты действительно сделал
все те штуки плохие, в результате которых пострадали люди. Заткни свой рот, Аскари. Ты нам тоже причинишь зло? Пошел вон с моей комнаты. Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать по этому поводу? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать по этому поводу? Я думаю, здесь уже больше нечего добавить. Нет, ну выпуск. А кто-нибудь вообще видел вот это? Когда мы сюда пришли, это было? Что это? Нет, не было. Мне определенно тут что-то не очень нравится. Какие-то сатанистские символы. Скорее всего, молодежь местная. Потому что, обратите внимание, окна все разукрашены, стены и прочее. Ну, в наше время тоже писали слово из 3 букв на стенах, но я думаю, воспользоваться доской Уиджи. Я думаю, сейчас настало время, самое время поговорить с ним. ты знаешь, я бы тоже спрятал в такой маленькой комнате, если бы жил. Потому что 1-й этаж и такая маленькая площадь. Сколько их там жило? 4 человек в этой комнате. Давай, А я с другой. я буду столом выступать в этой ситуации. Итак, Черный моряк, ты здесь? Да ладно. Как тебя зовут? Ряк. Моряк? Моряка зовут Моряк? Как мы предположили, моряк. Может быть, его спровоцировать? Подожди. Я предлагаю тебе убраться отсюда, моряк. Ты уйдешь отсюда добровольно? Снова нет. Ты можешь причинить нам вред, Черный моряк? Да. Интересно, как он мне причинит вред? Какой вред ты нам причинишь, дружок? Главное, он хочет, чтобы мы отсюда ушли, семью он своего убил и похоронил, и надпись написал. Короче, надо... Вы слышали кашель? Да. Короче, ребята, мы тут уже минут 10-15 ходим по 1-му этажу и как-то боимся на 2-й этаж идти, потому что там постоянно слышим вот это вот кашляние и харканье. Слышишь? Ну, я Прямо не похож. сейчас. Эй, где-то кто-то же есть там? Кто там кашляет? Это какой-то прикол? Короче, вот такая вот система уже 15 минут. Оператор наш отказался идти дальше. И торчит там на улице. Но ничего, сейчас мы приболтаем, доснять все это дело тут до конца. Я думаю, никто не согласится. Я думаю, надо сделать замеры пока на 1-м этаже сейчас. Ни хрена себе, вот это тубик там какой-то сидит. Пошли отсюда пока. Короче, ребята, я пойду замерю там все это дело. Меня не теряйте, потому что это дело такое. Так, 16,1. 16,2.
Я пойду пройду. Мне интересно, кто там кашляет. Если что, у вас арбалет. Так, ребята, смотрите, что тут. Что-то какая-то хрень творится. Кто здесь? Ублюдок, ты меня выше заманиваешь? Ну что ж, давай, пойдем выше. Ты меня своим кровохарканьем не испугаешь, дружок. Ну что ж, еще какие-то апартаменты, да? Наверх хочешь? Какого хрена, блядь? Ребята, готовьте мне арбалет. Там пиздец, короче. Держи. Сейчас Дай мне стрелу. Сейчас я черепушку пробью. Кто там есть? Короче, мне стрелу. Фонарь. Короче, все, я пошел. Ну, ублюдок. Вокзалом. Михаил, услышите меня.
Помогите мне прогнать. Как она? Что? Что это? Что такое? Тихо, только не трогайте. Короче, ребята, я не знаю, здесь может быть бомжи какие-то есть, сверхмощные. Ай, но меня подстрелили. Это пиздец. Прошу прощения за оборот речи. Это пипец какой-то. Как тебя могли вообще подстрелить? Давай сюда. арбалет. Тебе это не игрушка. Давай я тебя вытащу. Ай, да ты чё? Это ж... Ай, ну, кость вроде не задета. Короче, надо сворачивать наше шоу и уходить отсюда нахрен. Ай. Ай. Тихо. Ай. Я снова слышу хрипы и кашель. Ты черный моряк. Дай-ка мне минуту. Духи вокзала. Михаэль, вы слышите меня? Вы здесь? Помогите мне прогнать черного моряка. Вы со мной? Какой треск. Холод. Да, я чувствую холод. Нам надо срочно его изгнать. Срочно. Я слышу звук приближающегося поезда. Я слышу, ребята. Бежим. Я рад. Бежим, конечно. Ай, да не трогай ты. Пошлите. Какой поезд? Здесь не ездит поезд. Ну ты тоже это слышал? Я слышу. Бежим на улицу, посмотрим. Снимай все. Только попробуй сказать, что у тебя пленка кончилась. Твою мать. Ой. Да твою мать. Да, давайте отсюда, блядь, выйдем уже. Что твою мать? Ай, Что такое? говно. Это прошу за оборот речи какой-то. Так ну сейчас же его не было. Куда ты взялась здесь? Твою мать. Да, я выдерну тебе ее, хватит мучения. Не надо. Мне надо вытереть руки. Ну давайте вытащу, что ты? Друзья, вы слышите? Ай, звук поезда. Здесь поезд не ходит уже лет 10, тут рельс нету. Но там же колея раньше была. Там рельсы лежали. Ну сейчас, конечно же, ничего этого нет. Уже больше 50 лет. Давай, нам надо выбираться. Ай. Уберите ногу. Наша оператор нас оставила, убежала на автобус. Мы остались вдвоем, потому что звук приближающегося снять. состава мы не можем упустить. Он совсем близко. Как твоя нога? Да пипец. Ты просто истечешь кровью, тебе это надо? Кроме тут никого нет, там лишь кость попала. Чем более. С последних сил мы ради вас лезем, чтобы все это запечатлеть. Да, слышу. Ох,
Ничего себе, аккуратно, отходим назад. Смотри. Обернись. Обернись. Слышишь? Он приближается. Ходи подальше. Она сейчас придавит. Они его тащат к поезду. Они его тащат к поезду, я слышу. Они его тащат к поезду. Они Вот тащат сейчас. его к поезду, короче. Сейчас. Слышала? Аленберг. Аленберг, да, сейчас нам надо. Аленберг забирают. Это весело было. Такого дерьма я не переживал, если честно. Вы видели все сами. С вами была Зона призраков. До новых встреч. Друзья, Зона призраков не прощается с вами. Увидимся в новой серии. До новых встреч. Пока. До новых встреч.